Но рисование меня никогда не деморализовывало, это только мотивировало развиваться и двигаться в этом направлении побольше, заострять именно на этом внимание, а не на всем остальном. То есть никакая школа, ни какие-то другие занятия там, спортом. Хотел больше, хотел лучше. Меня батя отправил в школу бокса в классе в 6. Я не помню даже, с чем это было связано. Я ходил в бассейн до этого, потому что у меня бронхиальная астма. Матушка говорила, вот надо в бассейн ходить, легкие будут развиваться. И он тупо взял меня за руку и отвел в школу бокса. Ты будешь ходить, говорит. А я перед батей вообще, говорит, перечить никогда не мог. Он всегда меня ставил на место вообще в любых ситуациях. И приходит батя, рявкнет, и я все понимаю сразу. Так что батя вообще отдельный респект. Он такой командир прям в натуре. Ну вот, отправил меня в школу бокса. Нравилось даже. На тренировках было весело. В соревнованиях участвовал, места занимал первые. Во всероссийских соревнованиях участвовал в своем весе. Победил, по-моему. А потом мне поставили брекет. Очень не нравилось даже в капе боксировать. Особенно, когда получаешь по лицу и у тебя еще и брекеты, это вообще пипец. Я очень верю во всякие мистические темы. Стригусь, да, в определенное время, в определенный день. Это тоже, чтобы не потерять связь с этим космосом. Да, больная шизофрения. Ну, для кого как. Я был пиздюком, короче. Залетаю в стайку туда, где свиньи паслись. И вижу, что там расковыряли свинью. Плохо на самом деле. Помню моменты, но моя матушка сказала, что я типа разревелся, когда это все увидел. И убежал. А потом у меня рисунки пошли чисто все красные. Я начал как бы под впечатлением вот этой всей жести рисовать, наверное, всякую жесть. Это теория, как бы я сам этого не осознаю, но со стороны моей мамы это так. После школы я не хотел ничем другим заниматься, кроме изобразительного искусства. Ну, то есть, вот мне нравилось на задней парте рисовать, на первой парте рисовать, не слушать эту галиматью по алгебре, физике или химии. Меня это не устраивало вообще никак. Я как-то поспрашивал у тех, кто постарше, где можно прокачать свои навыки в плане рисования. Там был либо дизайн, поступить на художников в ТГУ, или вот в ПЕД. В общем, можно было в разные места поступить. Поступил в педагогический на преподавателя МХК и ИЗО. Там мы занимались разного рода научными деятельностями, кучей ненужного. Ну, был зато рисунок, живопись, композиция, и это радовало. В общем-то, я все внимание заострял именно на этих предметах. Закончил бакалавра, потом не знал, что делать, решил пойти в магистратуру. Отучился год, и тут меня осенило, что я вообще это все ненавижу, и мне это только съедает мое время. Потому что то, чем мы там занимались, это никому не нужная ерунда. Ну, впрочем, как рисование, конечно же, по факту. Учили больше педагогическим моментам, нежели рисованию. От нас рисование требовал только преподаватель, вот, 3 человека, но им по сути было пофигу, как вы рисуете, они просто делали свою работу. Они хотели, чтобы мы стали художниками, можно сказать, потому что их воспитали как художников. Они отучились на художников. Но проблема вот именно вот в этом была. Цель института — выучить педагога. А вот эти педагоги, которые старой закалки, уже почти пенсионеры, у них другие цели были. Это не была академическая школа. Я занимался по большей части всякими научными работами, работами с детьми, писанием всяких ненужных никому работ, связанных там с психологией, с педагогикой.
Я в детстве был очень тучным, округлым. Ну и дразнили меня, подкалывали. От этого, естественно, у меня и комплексы появились. Меня отправляли за хлебом. Мне было стыдно идти покупать хлеб, потому что все увидят мой пакет, и там типа хлеб, и подумают, что, блядь, вот он идет его жрать, он толстый. Вот такой комплекс был. Ну и застенчивость из-за этого. Типа я видел, как все пацаны там бегают быстрее меня, например, или с девчонками уже тусуются. А у меня этого не было. В мастерской свободы больше. Ну, можно кистью помахать в разные стороны. Можно баллоном тут же сразу замесить. Отойти посмотреть издалека. И бытовуха не нагружает. Там, по сути, нет бытовухи, приходишь туда ебашить. Работа в мастерской — это очень круто. Так же, как работа на улице. На улице ты чувствуешь полную свободу. Меня может выбить из колеи абсолютно все. До мелочей. Ну, я учусь с этим бороться. Не то, что бороться, а это бесконтактный бой, который я всегда каждый день практикую. Ну, от всякого негатива или мысли плохой. Постараюсь отфильтровывать на самом деле весь негатив. Вообще, да, без трагедии и комедии же быть не может вроде бы, да? Это как две маски в театре. Пробовал читать Библию, она у меня вон даже лежит на полке. От моей прабабушки досталось. Но мне что-то сил не хватило до конца все это осилить. Ну, сказки какие-то. В Сибири-то как бы, вот, по крайней мере, в Томске. Ну о каком тут уличном искусстве как можно вести речь? Тут людей, кто рисует на улицах и делает какие-то стены, на руке можно сосчитать. Ну и на второй руке там наберется. Конкуренция дикая во всем мире. Я не заостряю внимание на Томске, например. Ну 100%, конечно, хочется уехать куда-нибудь. Пусть и на короткий промежуток, но все-таки уехать. Ну там на годик, на 2. По сути, для всей жизни это такая прям, ну, щепотка. В последнее время меня ничего не вдохновляет, кроме законченной работы. Типа я даже засыпаю с мыслью о том, что надо эскиз сделать, или у меня эскиз недоделан, или вот работа. И я вот завтра приду, и я вот сделаю именно вот так, как я вот сейчас перед сном подумал, я это сделаю. И ты просыпаешься именно с этой мыслью в голове.